Как ни парадоксально, но для того, чтобы адаптация к новой стране после переезда прошла быстрее и с минимальным культурным шоком, есть смысл найти в новой стране своих и стать частью русской диаспоры. Вы можете думать, что для того, чтобы быстрее привыкнуть к новой стране, нужно как можно скорее и глубже окунуться в ее культуру, обрезав при этом любое взаимодействие с русским миром. Но такой подход может обернуться большим стрессом, проблемами и финансовыми потерями. В каждой стране и практически в каждом городе есть русские сообщества, участники которого с удовольствием помогут вам влиться в новую жизнь. Ведь они уже сами прошли через все то, что предстоит проходить вам, или проходят прямо сейчас, так же, как и вы. Начнем с того, что еще до переезда имеет смысл поискать русские сообщества в соцсетях. Контакт, Facebook, Instagram. Есть группы, которые несложно найти, введя названия вроде таких, как «Русские в Европе», «Русскоговорящие в Америке», «Русское сообщество в Канаде», ну и так далее. Есть русские сообщества в определенных городах. Русские в Майами, русские в Лос-Анджелесе. Там вы сможете еще, находясь на родине, задать все интересующие вас вопросы о документах, поиске жилья, работе, ну и многое другое. Но если вы из того типа людей, которые не любят кому-то навязываться и с кем-то непонятным общаться, также есть и русские, русскоговорящие гиды в других странах и городах. Вы можете обратиться к ним и задать интересующие вас вопросы уже за определенную денежку. И вы со стопроцентной уверенностью будете понимать, что с вами будет взаимодействовать профессионал. Я так делаю в своих поездках, и не только в поездках в какие-то другие страны, но и в поездках в той же самой России. Я просто ищу там гиды в Коломне, гиды в Санкт-Петербурге, приезжаю и могу встретиться именно с таким человеком, который мне все быстро расскажет и покажет в достаточно короткие сроки, и это очень круто. Я считаю, что лучше заплатить сразу же какие-то деньги, но вы будете сразу же уже знать все, что вам требуется. В поиске, однако, целиком и полностью доверять своим в вопросах касательно денег можно, но все-таки с осторожностью. Например, в поиске комнаты или квартиры за границей вы захотите снимать ее у кого-то из русских, допустим. А чтобы было меньше проблем во взаимопонимании, перед тем, как подписать договор, обязательно изучите цены на аренду квартир, которые сдаются непосредственно коренными жителями страны. Неприятно осознавать, но некоторые наши земляки завышают цену значительно, пытаясь доказать вам, будто они дают вам гораздо более лучший вариант и по более дешевой цене. И в таком городе вы не найдете ничего, кроме как у них. И уже они 10 лет тут живут и знают ситуацию полностью. Как говорится, доверяй, но проверяй. Та же ситуация касается выбора русскоговорящих врачей и других специалистов. Если вы переехали в страну, язык которой знаете пока не очень хорошо, вероятно, вам действительно будет проще и спокойнее проконсультироваться у русского врача. Но имейте в виду, что именно за счет этой простоты и избежания трудностей перевода наши специалисты тоже иногда берут больше денег, чем местные. Вот такой факт. Да, и, конечно, есть такие врачи русскоговорящие, спрос на которых достаточно высокий. И, опять же, здесь завышение цен. В группах в соцсетях есть также возможность найти себе друзей, хороших знакомых по интересам, которые будут что-то искать так же, как и вы. И они будут не прочь провести время вместе в приятной русскоязычной компании и скоротать одиночество в новой стране. Практически любой человек, переехавший в другую страну, скучает не только по своей родине, сколько по привычным вещам, среди которых привычная еда. Переехав туда, где не едят супы или добавляют слишком много приправ, человек может не только впасть в уныние, но и с непривычки также получить некоторые пищевые расстройства. Но и магазины с русскоговорящими продуктами питания есть в любой стране. Чаще всего это кисломолочная продукция, а также такие продукты, как гречка, овсянка и все то, что не сильно развито в других культурах.
В той же Европе есть целая сеть супермаркетов, которая называется Mini-Mix, он же Mini-Mark и Mix-Mark, где продаются продукты не только из России, но и Украины, Белоруссии, Молдовы. И работники этих магазинов в основном также одни из наших. Так, например, в США, в Бруклине есть целый центр с нетипичной для страны едой – Cherry Hill Gourmet, где находится кулинария, где можно приобрести блюда русской, украинской и белорусской кухни без добавления красителей, трансжиров и консервантов. В том же Нью-Йорке есть знаменитый Брайтон-Бич, о котором я делал свой выпуск. Линк вы можете посмотреть в описании к данному видео, где можно взять любую русскую еду и товары, вплоть до русских дисков. Не знаю, правда, кому они нужны, но, возможно, есть интересующиеся. Также там и русские адвокаты, и бюро переводов, и все, что хотите. Но, правда, атмосфера здесь напоминает что-то, ну, это годов 20 назад. Здесь же можно приобрести свежеиспеченный хлеб и другие хлебобулочные изделия, а также торты, печенье и всякую разную выпечку. В общем, название маркета себя полностью оправдывает, а еще он работает 24/7, что очень удобно для людей с любым графиком работы. В русскоязычном магазине в Японии, например, можно купить даже патоку и хмель в случае, если вы решите самостоятельно приготовить бородинский хлеб. Не знаю, есть ли такие. Есть и более узконаправленные магазины, где продукт исключительно российского производства. В Италии это, например, магазин Калинка, в Милане или в Турине Советику. Продолжая тему о еде, напомним также о том, что в любой стране есть и русские рестораны, владельцем которых нередко являются сами русские, а потому блюда приготовлены максимально по-русски. В Милане это ресторан Веранда, в Берлине кафе Дача, рестораны Самовар и Потемкин. В Китае есть рестораны с блюдами русской и украинской кухни, как с названиями вроде Art Restaurant Дача, так и с китайскими типа Си Фу Лоси Ресторан, что ничуть не портит наше блюдо. Там вы можете поесть пельмени, блины, сырники, икру и много чего еще. И, конечно же, запить водочкой. Ни для кого не секрет, что русские девушки одни из самых красивых. Ну и, конечно, как следствие, привлекают внимание. Многие иностранцы даже шутят, что могут отличить русскую от местной по наличию у нее идеального маникюра и стильного наряда. Да, уход за собой – это в самом деле уже некоторая отличительная черта русских женщин, и поэтому, переехав в другую страну, русские девушки чаще всего испытывают огромное разочарование в местной бьюти-сфере. Цены высокие, качество ужасно низкая. Нередко девушки, отдав кругленькую сумму за новый маникюр, потом сразу же идут в другой салон, чтобы его им сняли. Но наши девочки уже позаботились о своих и создали целые русские салоны красоты. И там же точно можно не переживать за качество. Русские и украинские бьюти-мастера в самом деле считаются одними из лучших в мире. Такие салоны красоты можно легко найти, спросив о них в группах ВКонтакте и на Фейсбуке, а также по хэштегам в Инстаграм. Если вы студент и не представляете своей жизни без тусовок, то наверняка вы оцените возможность посещения русских пати, где не только русская аудитория, но и русская музыка, по которой вы, вероятно, успеете соскучиться. Так что, если вдруг вы внезапно захотели подрыгаться под Крида или Клаву Кока, то ищите русские тусовки, все в тех же группах в соцсетях. Обычно они дают анонсы, и пример такого русского тусе — вечеринка «Матрешка» раз в полгода в барах Милана. И, конечно, там же можно найти и русские университетские сообщества. Ну, учиться вместе приятнее, веселее и проще. А если это ребята со старших курсов, то они еще и смогут дать вам множество полезной информации, которую вы могли упустить. Часто, когда только переехав, вы еще слабо понимаете, что происходит, как работает университетская система и так далее. Существует целая организация, которые помогают русскоговорящим студентам в адаптации, а также с такими важными вопросами по приезду, как подача документов на вид на жительство и заполнение заявки на стипендию, и даже оказывают помощь с покупкой сим-карты и другими бытовыми вопросами. Конечно, чаще всего
Они это делают не бесплатно, но если вы хотите сэкономить время, энергию, а главное нервы, то такие компании могут вам помочь. Как раз вопросами поступления в разные вузы мира занимается компания SMAPS, где работают бывшие студенты британских вузов, американских, различных европейских вузов. И также у компании есть контакты тех, кто занимается видом на жительство за границей, кто как раз занимается кураторством, встречами в различных странах мира. Если вам интересно задать вопрос, вы можете зайти на сайт www.smaps.ru, там есть онлайн-чат, задавайте, интересуйтесь, вам на все ответят. Хочу обратить ваше внимание, что на самом деле русских за границей куда больше, чем вы даже можете себе представить. Первое время вы слишком сосредоточены на местной культуре и жителях вашей новой страны, города, куда вы едете, но спустя год или два обнаруживаете, что живете на одном этаже с русскоговорящей семьей, ходите в один фитнес-клуб с русскими студентами или гуляете в одном парке со своими соотечественниками. Так было и у меня. У меня есть друг, и мы оба знали, переписывались, мы оба поступили в Англию, в Лондон, в университеты, в разные. Мы знали, что мы находимся в Лондоне вместе, и спустя только несколько недель мы выяснили, оказывается, что мы живем в одной резиденции и даже на одном этаже. Вот так вот бывает, представляете? Хотя учились абсолютно в разных университетах. Да, кстати, это тоже маленький момент, о котором нужно знать. Резиденции. У университетов есть свои студенческие резиденции, но туда попасть сложнее, потому что количество мест, как правило, ограничено. И есть независимые резиденции. То есть, если вы не попадаете в резиденции, ну или в кавычках общаги, если вы не попадаете в резиденции в вашем университете за границей, то вы можете найти независимые общаги, где, собственно говоря, и поселиться. И вот так сделал и я. Учился я еще в 2005 году, закончил университет в 2010, то есть уже прошло 11 лет. Но об этом уже другие истории. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Это помогает в развитии нашему каналу. Задавайте ваши вопросы касаемо учебы за границей. Мы всегда будем рады ответить. И на сайте www.smaps.ru публикуются различные учебные заведения по всему миру. Поэтому вы можете заходить, смотреть, выбирать для себя все, что вам понравится. Пока!